Всем добрый день! Сегодня говорим с вами о том, с какими растениями нельзя или же нежелательно сажать розы. Цветоводы часто спорят по этому вопросу. Мнения у них, конечно же, расходятся. Я на собственном примере вам хочу рассказать о тех растениях, которые высаживать вместе с розами нежелательно. Потому что при формировании цветника недостаточно подобрать привлекательные, красивые, ярко цветущие растения. Важно учитывать их влияние друг на друга. Роза требует хорошего освещения, большого количества солнечного света, солнечного тепла, поэтому не стоит делать розарий возле плодовых деревьев. Роз у меня много в саду, много различных многолетних растений. Однако уже с опытом я поняла, что некоторые растения все-таки угнетают розы. Они не так пышно цветут, не так обильно цветут. Назову лишь некоторые растения и знаю, что поступит много вопросов по поводу того, что они достаточно красиво смотрятся. Однако я их не рекомендую высаживать вместе. Итак, пионы. Пионы – это растения, которые будут угнетать ваши розы. Почему? Потому что обильная листва ухудшает циркуляцию воздуха, циркуляцию влаги. В результате этого ваши розы получат мучнистую росу и получат различные виды пятнистости. Также пионы – это растения, которые забирают практически все питание, берут на себя, и ваша роза будет испытывать недостаток питательных веществ. Гортензии. Очень красивое растение, которое любит много влаги и кислый грунт. Чего не любит роза? Роза любит слегка подкисленные грунты и достаточно умеренно влажную почву. Поэтому, если вы хотите их посадить на одной клумбе, то, конечно же, учитывайте, пожалуйста, расстояние. Оно должно быть достаточно приличным между розами и между кустами гортензии. Рододендрон – растение, которое также любит кислые почвы. Оно огромное, оно большое, поэтому оно будет затенять ваши розы, и они будут испытывать как недостаток света, так и недостаток тепла. Луковичное растение, которое требует частой пересадки, это нарциссы, мускари, тюльпаны, гиацинты. У меня с розами, скажу вам честно, растут лилии, но посадила я их по периметру для того, чтобы, когда заканчивается первая волна цветения, цветник все-таки находился в цвету. И в этом случае, как компаньоны для роз, все-таки лилии можно посадить. Хосты – это тенелюбивые растения, которые будут сами испытывать некомфортную посадку вместе с розами. Для розы будут не очень хорошими соседями, так как корневая система у них тоже достаточно мощная. Поэтому я тоже не рекомендую хосты сажать вместе с розами. Тем более, что их необходимо будет через некоторое время делить и нарушать почвенный слой. Не спорю, что смотрятся они с розами очень красиво, однако лучше создать все-таки отдельно хосты, посадить от роз. Следующее растение, о котором я хотела рассказать, это георгины. Они цветут приблизительно в одно время с розами, именно тогда, когда начинается вторая волна цветения. При этом они затеняют розы. И еще одна особенность у них есть. Эти растения уничтожают практически всех своих конкурентов. Заметьте, что возле георгин очень мало сорняков. Физостегия – это растение-агрессор, которое размножается подземными корневищами и способны заполонить весь сад. Очень мощные корни забирают всю влагу, все питание. Кроме того, очень и очень быстро разрастаются. У меня росла физостегия, и я буквально пропалывала ее каждый год по несколько раз.
Флоксы очень красивые растения. Не спорю, что красиво будут смотреться с розами. Однако очень быстро они подхватывают такие заболевания, как мучнистая роса и различные пятнистости. Поэтому для роз это, в общем-то, плохой компаньон. Следующее растение – это колокольчик. Красивое растение, самодостаточное растение, однако он размножается самосевом и тоже очень быстро займет ту территорию, где находятся ваши розочки. Поэтому тоже это растение желательно очень близко к розам не высаживать. И различные виды вересков, которые любят кислые почвы. Желательно их посадить тоже отдельно и создать вересковый сад. Вот, пожалуй, и все те растения, о которых я вам хотела рассказать. Следующее видео будет о компаньонах роз, которые можно высаживать вместе с королевой цветов. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.